Привет! Сегодня будем работать с нашим репозиторием, возьмем наш проект, попробуем сделать из него образ, то есть попробуем сделать так, чтобы наши тесты прогнались в контейнере докера. Первое, что нам нужно сделать, это нам нужно написать docker файл, потому что в принципе все остальное для этого у нас готово. Но давайте проверим, что у нас есть контейнер, запущенный с Selenium. Как вы видите, у нас здесь такого нету. Значит, посмотрим через images. То есть у нас есть образ Selenium. Помните, мы делали shared folder, scripts, и мы делали запуск контейнера, то есть install Selenium контейнера. Вот если через cat мы увидим, что здесь у нас docker run и запускается контейнер. Нам нужно его запустить. И мы делаем bash install Selenium. И возникает ошибка. У нас какая-то ошибка, потому что контейнер Selenium already... Ага! Вот смотрите, казалось бы, у нас здесь мы пишем, у нас ничего нет. Но если мы используем флаг A, то у нас будет видно, что контейнер у нас существует, но он вышел с ошибкой, то есть его статус с ошибкой. Что же делает флаг A? Показать все контейнеры, то есть которые и упали, и которые находятся в активной, в рабочем состоянии. Здесь контейнер упавший, у нас Selenium упал. Ну, я не знаю, что происходило, то есть у меня, естественно, была выключена виртуальная машина, сейчас ее включил, контейнер упал. И он у меня не перезапустился. И тут я понял, что самое главное, ну, одно из важных вещей, которые нам нужно добавить и в правила наши тоже, то есть правило в запуск нашего контейнера, это необходимость запуска, необходимость рестарта. И тогда давайте здесь укажем always, restart always для того, чтобы у нас рестарт всегда происходил. То есть контейнер упал, что-то случилось, и он пытается все время произвести рестарт. И как я говорил, давайте вообще убьем полностью этот процесс, сделаем докер. Как еще можно? Допустим, у нас много контейнеров. Мы же видим, что у нас контейнер вот таким образом появляется, правильно? Правильно. Конечно, мы можем сделать sudo docker stop. Точнее, он же здесь остановленный sudo docker rm selenium, то есть remove selenium. Ну, а если у нас много контейнеров и нам нужно много их удалить, как можно поступить? Мы можем писать sudo docker, и здесь через $, мы как бы объявляем, что sudo docker rm, но сначала у нас будет стоп, потому что мы хотим остановить все контейнеры, и потом должны понять, к чему применить этот стоп. И вот после $, в скобках у нас будет команда опять, которая будет нам предоставлять, которая будет нам передавать айдишник нашего контейнера, а если еще изменить немножко команду и образа, который нам позволит производить с ним какие-то манипуляции, то есть останавливать или удалять. То есть вот в этих скобках, там где у нас написано $, sudo docker, значит, ps a and q. Кстати, что такое q, почему я его указал и не говорил об этом ранее. Ну вот, например, смотрим sudo docker, PSA у нас получается, то есть all, у нас есть все данные этого контейнера, а если мы укажем flag Q, то у нас будет только вот этот ID-шник, то есть контейнер ID и контейнер ID, собственно, вот этот jet. Если бы у нас было много контейнеров, мы этой командой говорим, что останови все контейнеры, ID-шники которых вот мы предоставляем вот этой вот командой. Сейчас я сделаю стоп, ничего не произойдет. Ну даже нет, у нас был стоп. Ну да, можно стоп применять даже к контейнеру, который уже остановлен. Это ошибки не вызывает, то есть у нас будет выход из команды без ошибки. И теперь я заменяю вот здесь вот просто rm, и у нас опять rm. Сейчас я введу команду, и будет написано, что такого контейнера нет. Требуется один аргумент, а так как мы сейчас, если сделаем sudo docker, то у нас будет пусто, потому что нет контейнеров. Такую же манипуляцию можно произвести с образом, но так как я не хочу его скачивать снова 1 гигабайт, я просто скажу о том, что команда rmi скажет нам о том, чтобы remove images. То есть я вот так выполню, и здесь необходимо указать образ. Чтобы определить образ, его айдишник, таким же образом можно сделать sudo
Docker Images Q. Будет его ID. Итак, у нас, значит, здесь все готово. Давайте еще раз запустим наш bash скрипт, который установит нам Selenium драйвер. Все, он установил. Ну, давайте все-таки проверим. Теперь уже без флага A у нас будет контейнер. И мы видим, что создан 13 секунд назад. Вспомним, какой у нас IP. У нас 192, 168, 170. И заходим, и вот у нас все прекрасно стало, все у нас, значит, есть. Отлично, это работает. Так, с этим разобрались, и теперь нам нужно создать Docker файл для нашего проекта. Я предлагаю сразу создавать файлы, проводить работы. У нас есть отличный, замечательный репозиторий, который хранит наш Automation QA курс. Это DevOps Sandbox. И давайте перейдем в DevOps Sandbox и посмотрим. Значит, у нас conf test, data, генератор, локатор и так далее. Все, что нам нужно в данный момент. И теперь для того, чтобы мы смогли создать наш образ, давайте сделаем nano docker файл. Он так и будет называться, docker файл. Именно так, как это указано. То есть теперь можно писать наш docker файл. Docker файл, любой docker файл, он начинается с базового образа. То есть условно все, что у нас здесь происходит, все, что у нас будет здесь происходить на этом проекте, оно должно быть на основе какой-то операционной системы. То есть, чаще всего это Linux, и нам Linux, в принципе, подходит для того, чтобы прогнать автотесты. Нам достаточно использовать базовый образ. То есть, какой образ? То, о чем мы говорили на прошлом видео, у нас есть Docker Hub. Вот у нас Docker Hub, и нам нужно, мы же запускаем автотесты на Python. И давайте напишем слово Python сюда. Вот открываем Python. Это образ, который нам нужно, необходимо указать в Docker файле. Я возьму версию Python 3.9. Ну вот, значит, наш образ базовый. Этот базовый образ. Тут много всего сложного. В принципе, если разобрать по одной по отдельной строчке, ничего сложного здесь нет. Вот. Но в данном случае нам вдаваться в эти подробности не обязательно. Нам нужно просто знать, что этот базовый образ мы будем использовать в своей работе. То есть нас интересует 3.9 версия. Пусть будет... То есть каждая из этих версий, они отличается немножко своей внутрянкой, своим размером, который будет установлен. И вам надо подобрать, посмотреть, что вам будет удобнее, лучше там и так далее. Вот я возьму вот этот, например, 3.9 Slim. Так, нам надо здесь, значит, файл, давайте я создам здесь файл, и для удобства будем сразу использовать Sublime Text. В первую очередь from Python и указываем tag. То есть нам нужен Python, вот видите simple text, то есть как тег нам нужно указывать его через двоеточие, то есть Python двоеточие Slim. Нам нужна наша рабочая папка, в которой будет сразу находиться наш проект, то есть когда мы запускаем, вот смотрите, что здесь происходит у нас в образе. У нас же есть уже контейнер, давайте я сейчас в него залезу, и мы посмотрим, что же там происходит. То есть там же внутри мини-операционная системка наша линуксовая. Итак, у нас контейнер называется Selenium, мы делаем docker exec, то есть execute интерактивно, execute Selenium. И команда у нас будет bash. И мы видим, что мы зашли, то есть, что я сделал здесь, docker, выполни команду интерактивно Selenium bash. И когда мы bash выполняем, мы попадаем в оболочку. Можем посмотреть. Мы находимся, во-первых, в корневом каталоге. У нас пользователь называется cell user.
у него, ну, это, соответственно, наш хост нашего докер-контейнера, его ID-шник, то есть контейнер ID, он соответствует хосту. И также у него все папки. Я хочу сейчас сделать образ таким образом, чтобы у нас была здесь папочка app, то есть application, наше приложение, в которое мы, когда будем запускать, в этой папочке будет храниться наш проект, а не в системной рутловской директории. Чтобы выйти, можно нажать Ctrl-D. Итак, далее я делаю work_dir, то есть определяю рабочую директорию. Затем нам нужно скопировать, то есть наш докер файл лежит в корне, лежит в директории с нашим проектом. И для того, чтобы скопировать, то есть для того, чтобы скопировать наши файлы из нашего проекта в контейнер, в директорию, где должен храниться наш проект, я использую, во-первых, точку и точку. Это значит, что по сути своей эти точки это обозначает авто QA. Точнее, у нас нет, у нас же здесь DevOps Sandbox. DevOps Sandbox. Это наша директория сейчас. И я как бы отсюда, из этой директории, копирую все-все-все в директорию Application. Директорию Application. То есть вот эти две точки. И это именно потому, что мой докер файл находится в директории Sandbox. И теперь все, что находится в директории Sandbox, благодаря точечке, то есть скопируй содержимое, скопируй корневую папку, скопируй корневую директорию, содержимое корневой директории, то есть, опять в корневую директорию контейнера, а мы ее определили как application. И мы это проверим как бы чуть позже. Затем у нас есть в нашем репозитории requirements. То есть это необходимые файлы requirements, которые необходимы для нашего проекта. И для того, чтобы их все установить, мы же устанавливаем, мы же когда заходим, создаем проект, у нас есть файл requirements, мы их создаем, мы там спускаем и так далее и тому подобное. Итак, у нас здесь pip3install r, то есть рекурсионно requirements txt. Давайте проверим, так он пишется или не так. Все нормально, все правильно. На этом шаге у нас в образе все вот эти зависимости, все, что нам необходимо, установится. И затем нам нужна команда, с которой контейнер у нас запустится. И команда у нас, нам же нужно запустить тесты. Вот, поэтому давайте посмотрим. Вот мы хотим запустить тесты. Я там делаю, точнее у нас как там PyTest. Тест. У нас, по-моему, tests называется. Да, папочка tests. Просто ее запустим. Не знаю, что будет. Ну, ладно, конечно, знаю, но в любом случае надо попробовать, посмотреть, что же произойдет. Давайте, для того, чтобы нам запустить контейнер, нам необходимо, мы попали в эту папку, окей, и теперь мы выполняем сюда docker build, то есть мы build делаем, no cache, сделаем, не будем сохранять наш кэш, и точка, потому что у нас докер файл находится в корневой. Совсем забыл указать t, тег t, то есть позволить там тег сделать имя. Что у нас будет за имя? У нас будет имя tests. Итак, нам остается только запустить. Поехали. Sudo, пароль. И все, у нас начинается скачиваться образ Python Slim. Далее у нас будут выполняться наши установки, то есть Python Requirements Install, то, что мы указали. И, в смысле pip3 install.
и затем как бы начнутся выполняться тесты. Вот видите, у нас здесь run pip3 install requirements, все, пошли установки наших зависимостей, то есть все как надо идет, и мы ничего при этом не делаем, не трогаем, там, ни в IDE-шках и так далее и тому подобное. Замечательно. Значит, проходит там какой-то процесс всех этих установок, предупреждение, что запуск пипа как рута нежелателен. И вот у нас создан образ. То есть, как мы видим здесь, я тег у образа не указывал, указал только его имя. И поэтому у нас здесь написано тест latest. То есть тест последней версии. Но в данном случае нам это не критично. Можно пользоваться и таким образом. Можно этим образом пользоваться таким образом. Итак, sudo docker images, и мы увидим, что у нас есть три образа. Почему три? Потому что у нас базовый Python Slim и тест. Python Slim в принципе можно удалить, но так как мы скорее всего будем пересоздавать наши образы, давайте оставим. Итак, чтобы запустить контейнер, что нам здесь необходимо? На самом деле я могу предположить, что скорее всего у нас все упадет. То есть давайте попробуем, сделаем. Почему упадет, сразу скажу, потому что тот сервер, который мы используем для того, чтобы запускать наши тесты, мы нигде не указали. Мы используем как бы Chrome драйвер через Google Chrome, и тесты как бы, так как у нас здесь нет ни Google, ничего, они не должны в принципе запуститься. И мы это сейчас проверим. Тест, то есть контейнер будет тоже называться тест. Порт не будем указывать, я не знаю, мне как бы все равно. То есть мы же ничего не указывали, никаких портов. Пока что. Порт не указываем. Restart always тоже не будем указывать, как упадет, так упадет. Это должно быть в фоновом режиме, поэтому указываем flag D. И образ, который мы используем, это тест latest. Итак, мы видим, что у нас контейнер создался. Давайте посмотрим на его состояние. Так, что мы видим? Мы видим, что наш контейнер поднялся и упал. Можно ли как-то посмотреть, что внутри этого контейнера? Давайте попробуем. Это делается с помощью docker logs или log. Logs, правильно все. Logs, то есть логи контейнера какого. И мы говорим контейнер тест. Ошибка заключается в том, что файл или директория не было найдены. Хорошо, они не были найдены. Нам надо понять, что же там вообще происходит внутри директории и какую директорию нам нужно указывать. Запустим наш... Сначала мы удалим наш тест. И теперь мы в качестве дебага мы хотим посмотреть, что там в итоге происходит и какой какой путь нам нужно указать. И поэтому пишем docker run. rm указываем, то есть remove, это значит, что мы сначала создаем контейнер, залазим в него на тест latest, залазим в этот контейнер, в оболочку баша, если там такая есть. Может быть, сейчас не запустится, будем просто использовать shell, оболочку обычную. И после того, как мы сделаем какие-то манипуляции и выйдем из этого контейнера, он автоматически удалится. Отлично, нам получилось зайти. Смотрим, что же внутри. Внутри у нас наши директории. Посмотрим, например, я возьму вот так вот, напишу, как у меня было написано. То есть я вызывал Python tests. Нет такой директории, нет такого файла. Потому что я указал неверно, я указал корневую директорию tests. То есть это тоже, то есть у нас вот slash app, slash application, это что значит? Что мы в слэше, то есть в корневой директории у нас где-то здесь есть application. И вот он есть. Но теста самого нет. Потому что тест у нас указан в самой папке. А если я возьму, как я сделал, ls, если я возьму, сделаю вот так вот тест, точнее нет, даже вот так вот просто тест, наоборот, то есть поменяю слэш местами, это значит
мы тогда увидим уже другие тесты. И давайте тогда я выхожу. Видите, у нас здесь сделали exit. Вышли через Ctrl-D из этого контейнера. И посмотрим, есть ли у нас здесь контейнеры. Контейнеров нет, хотя мы только что запустили его, потому что благодаря флагу remove мы его, все это вместе, благодаря этому параметру, мы все удаляем. И давайте здесь исправим вот с этого на вот следующий. Таким образом попробуем запустить. Но тут нам нужно пересобрать образ, поэтому мы нажимаем Ctrl-R, то есть search нашей команды, пишем сюда docker build, чтобы не переписывать все опять заново, и нажимаем Enter. У нас снова сейчас начнется все скачивание, но это нам необходимо для того, чтобы пересобрать образ. Так, ждем. Все, у нас образ опять создался. Опять давайте сделаем не rm, а просто мы сделаем docker run name test на latest. То есть как у нас здесь есть. Поехали. Как бы запустился. Давайте посмотрим. Запущен. И он работает. Давайте посмотрим, что же там внутри. Как мы делали docker logs. То есть там же что-то происходит. Docker logs test. Смотрим, что у нас проходят тесты. И, как мы видим, все с ошибкой E, то есть все с error. Все с error ошибкой. И вот оно, большое количество этих ошибок, то, что происходит. Мы как раз можем посмотреть все наши тесты, они все 46 warning, все 46 error, ни одна из них не запустилась. Потому что, конечно, ей не с чем работать, и она не может ни на что, каким образом можно запуститься? Никак. Давайте сделаем через less и посмотрим, что у нас тут есть. Conf-test. Ошибка, самая первая установка, значит, это веб-драйвер, Chrome-драйвер, то есть невозможность. У нас невозможно его поставить. Все, что... То есть веб-драйвер exception. То есть все эти ошибки связаны с нашим веб-драйвером. Все неверно, все неправильно. И это нам говорит о том, что нам нужно изменить немножко подход. Не просто же так мы создали этот Selenium сервер. Давайте заранее, чтобы... Вот у нас как раз все упало. Но вообще он должен удаляться, поскольку он прошел и удалился. По идее так и должно быть. Нам не нужны эти запущенные контейнеры. Но в итоге у нас он сейчас запущен, оказывается, поэтому точнее, он остановился уже, но он существует в системе. Нам это не нужно. Вот, поэтому оставляем только Selenium. Пока что этого достаточно. И теперь нам нужно исправить кое-что в нашем фреймворке. То есть немножко изменить его, подогнать под реалии автозапуска. Нам нужно только conf-test файл, то есть conf-test.py открываем. Если вы не знакомы с Python, с программированием, с автоматизацией тестирования UI, это не важно, потому что все достаточно просто и легко находится в интернете. Мы можем до него достучаться, зайдя на наш хост, наш IP-шник, который можно посмотреть через if config. И мы можем, значит, получать информацию из этого хоста. То есть нам нужно обращаться на этот хост. Вот здесь вот хранится этот Chrome. Мы можем только сюда обратиться, чтобы все это получить, запустить. А у нас здесь что? Мы тут берем какой-то драйвер, то есть скачиваем себе как бы на машину. Мы не можем это сделать по определению просто. Потому что у нас нет ни GUI, ничего. Итак, что нам здесь необходимо изменить? Давайте просто посмотрим. И вот смотрим, что у нас здесь есть. Ну, это первое, то есть просто how to use Selenium Grid Python. У нас же Selenium Grid, как использовать. Вот мы открываем там первую попавшуюся ссылку, немножко листаем и получаем, что у нас вот очень удобная нам вещь. То есть веб-драйвер, remote, command executor. То есть мы говорим, который исполнитель команд, кто это будет? Это будет наш вот этот вот хост. Ну и дальше что у нас здесь? Browser name, Chrome, desired capabilities. Вот. Ну давайте тогда сделаем. Значит, вот эту вот часть нам можно удалить.
У нас будет WebDriver Remote. Давайте так вот скопируем. Скопируем так. Здесь у нас будет 192, 168, 171. Вообще это плохо так вот прямо указывать. Вот это все дело. В дальнейшем мы попробуем избавиться, ну и в принципе избавимся от прямого указания в наш конфиг. У нас будет это все в переменных. Так, ну и мы давайте добавим desired capabilities. Здесь нам не нужен, получается, WebDriver менеджер. WebDriver менеджер нам не нужен. И теперь давайте перезапустим наш, перебилдим наш образ, чтобы наши нынешние изменения вступили в силу. Мы пересобрали образ, и давайте попробуем, запустим тесты снова. Возможно, что-то пойдет не так, а возможно, наоборот, все будет прекрасно. Так. Что нам нужно сделать? Нам нужно заранить тесты. И поехали. Sudo docker ps. Он запущен, он не упал, он работает. Давайте посмотрим на логи. Так, тесты собрались. Не очень логи подробные, но у нас же есть веб-драйвер, я забыл совсем. Точно, у нас вот сессия, смотрите, пошли процессы. Если вы хотите посмотреть пароль, он называется secrets или secret. О, смотрите, у нас есть веб-драйвер. То есть все как бы запустилось. И видно, соответственно, сами, то есть можно даже кликать, можно что-то делать в этом драйвере, в этом браузере. Вот закрыл браузер, у меня все пропало. По идее, сессия должна у нас закрыться, поменяться. Ну, в общем, идет какой-то процесс. Работает. Главное, что у нас есть какой-то запустился, тесты запускаются. Этого нам абсолютно достаточно. Но давайте я немножко изменю в следующем вид образ. Я точно знаю, какие у меня были тесты, какие у меня выполнялись 100%. Это тесты на, по-моему, тесты на алертинг, они вот у меня срабатывали сразу. Давайте я попробую. То есть я хочу посмотреть тесты, которые, ну, пройдут, сработают. Тесты Alert Framework. В данный момент я сейчас запущу тесты все вот именно из этого файла. Alert только .py, правильно? .py. Так, хорошо. Теперь я сейчас остановлю контейнер, удалю его, пересоберу образ. Так, образ мы собрали. Осталось нам запустить сам контейнер. Еще раз. Запускаем. Контейнер работает. 9 элементов у нас во время теста, то есть все правильно, у нас запустилось только alerts. Хочу убедиться, я просто взял, закрыл браузер, как бы вмешался в работу, возможно, я испортил в этом смысле процесс тестирования. Я не знаю точно, стоит ли оставлять визуал или убрать его, чтобы UI-тесты проходили без визуала. Не знаю, надо протестировать этот момент, поэтому, значит, я сначала удаляю здесь. Хочу остановлю контейнер с Selenium, потом снова запущу. Вон сейчас нет никакого подключения, ошибки. Теперь контейнер запустился, все окей. Сессий никаких нет. Теперь я беру run. Все так же оставляю. Единственное, что я укажу флаг rm для того, чтобы он потом удалился после того, как выполнится. Посмотрю контейнер тест. Вроде все что-то работает. Секрет. Видите, он закрывает, потому что тест проходит, а сессия закрывается. Тест начинается заново. Опять надо заново вводить. Если у вас, как бы, видите, тут что-то происходит, делает, я как бы здесь руками ничего не трогаю. В принципе, для того, чтобы сделать уже CI/CD и попробовать посмотреть, что же в итоге получается, у нас все есть для этого. У нас там есть Allure тест, то есть я могу сейчас сделать Allure отчет, потом отсюда его там из контейнера забрать и использовать. Но самое главное, с чего я хочу дальше продолжить, это мы возьмем наш контейнер. В следующих видео мы поднимем GitLab Runner, который позволит нам запускать наши контейнеры из CI, из GitLab CI.
и мы будем там их разворачивать, поднимать, потом они будут удаляться и так далее и тому подобное. Будем смотреть за этим процессом. Потом дальше немножко пойдем и разовьем поработаем с докером таким образом, добавим туда Allure, у нас получится еще и генерировать и сохранять отчет. Вот, поэтому я думаю, на этом мы остановимся. И дальше продолжим уже более детально, загрузим изменения в Git, посмотрим, от чего нам стоит избавиться, от чего, что нам стоит оставить. Я имею в виду, стоит ли нам оставлять отображение визуала, или нам стоит его убрать и вместе с этим повысить продуктивность и проходимость тестов. Я могу сразу сказать, что тесты у меня написаны не все так, что они будут проходить, то есть у меня будут падать ошибки, и это хорошо в том смысле, что мы посмотрим не на идеальный вариант, но и на него посмотрим тоже. Имеется в виду, как будет реагировать и выглядеть GitLab CI, когда тесты пройдут 100% и когда они пройдут не 100%. Приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.